Всем привет! Вы на канале Вуаля Арс, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я буду мариновать помидоры на зиму. Я мариную помидоры без стерилизации методом двойной заливки. Это очень простой и практичный способ. На днях я делилась своим опытом, как я готовлю очень вкусные ароматные маринованные огурцы с хрустом, потратив на это совсем ничего в плане времени. А мариновать помидоры еще проще, и времени на это уходит на порядок меньше, чем мариновать огурцы, потому что если огурцы маринуются методом так называемой тройной заливки, то помидоры маринуются методом двойной заливки, и все это без стерилизации. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! Для маринования помидоров мне понадобятся помидоры, болгарский перец, морковь, сельдерей, петрушка, сушеный укроп с зонтиком, хрен, лавровый лист, семена кинзы или душистый перец, черный перец, горошек, гвоздика, стручковый горький перец, чеснок, соль, сахар, вода, а если точнее, то кипяток и, конечно же, уксус. При желании можно положить репчатый лук. Для маринования помидоров сегодня я использую 9% уксус. В принципе, прекрасно подойдет и 6% уксус. Просто я вот что дома есть, то и применяю. Единственное, что если применять 6% уксус, то его кладется чуть больше, чем 9%. А соль я использую специальную для заквасок. Так как обычная йодированная поваренная соль для маринования не годится. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю под видео. Итак, помидоры и зелень положила в воду примерно на час. Затем помыла, положила сначала в дуршлаг, затем на скатерть, чтобы вода с них стекла. Друзья, я на это всегда делаю акцент, когда мы оставляем овощи и зелень в воде, вся грязь и песок, даже нитраты оседают на дно тазика. К тому же они чуть-чуть освежаются, да и промывать их становится проще. Так, идем дальше. Все вспомогательные ингредиенты чистые, я их порезала. Теперь закидываю все ингредиенты по банкам. Стерилизовать банки не надо, они просто должны быть чистыми. А стерилизация будет происходить на месте, как говорится, не отходя от кассы. Перед тем, как закладывать помидоры по банкам, прокалываю их зубочисткой ближе к плодоножкам. Это делается для того, чтобы помидоры хорошенько пропитались маринадом и ароматами вспомогательных ингредиентов. Так как помидоры, которые я сегодня применяю для маринования, имеют достаточно плотную кожу. Кстати, хочу подчеркнуть пару слов о подходящих сортах помидоров для маринования. В этой связи с уверенностью могу сказать, что для маринования подходят помидоры с толстой, плотной кожурой. Насколько я помню, сорт помидоров, которых я сегодня использую для маринования, раньше назывались сливка, а сейчас, если я не ошибаюсь, почему-то называются мустанг. Эти помидоры по своим вкусовым качествам на порядок уступают другим сортам в свежих салатах. Зато отлично подходят для засолок и маринования. Они достаточно уверенно себя чувствуют в маринаде, как раз таки за счет своей плотной кожуры. А постепенно пропитавшись снутри и наружу ароматами трав и других душистых вспомогательных ингредиентов, становятся очень даже вкусными. Но справедливости ради надо сказать, что существуют более подходящие сорта помидоров для маринования. Среди них первое место уверенно занимает джекпот. Этот сорт отлично подходит как для свежих салатов, так и для заката. Это, грубо говоря, удлиненная форма помидоров черри. То есть у них форма, как у мустанг помидоров, но размер, как у черри. Но, честно говоря, учитывая то, что обычно мы закатываем не одну банку и покупаем не 1 килограмм помидоров для закатывания с джекпот помидорами, особо джекпота не сорвешь.
К слову сказать, хочу отметить пару слов о соотношении размера посуды и веса помидоров. Помидоры надо брать, грубо говоря, 70% от объема посуды, то есть на литровую банку уходит примерно 700 грамм помидоров, на 2-литровую банку 1,5 килограмма и так далее. Это если помидоры не очень большие, а если помидоры крупные, то может уйти чуть меньше, но 500-600 грамм помидоров на литровую банку, вот как-то так. Но применять крупные и тонкокорые помидоры для закатывания нежелательно. Также нежелательно сильно заталкивать помидоры в банку и тем более утрамбовывать их. Элементарно, потому что они этого могут не выдержать, они слишком нежны для этого. Друзья, обычно за один раз я закатываю по 4-5 баночек. Но сегодня, чтобы долго не занимать ваше время, я буду мариновать всего 2 банки с помидорами. Чтобы ничего не забыть в процессе комплектования банок, независимо от их количества, я обычно делаю так. Допустим, перец в горошек положила в первую, затем во вторую, в третью, в общем, по всем баночкам. Потом душистый перец опять закидываю по всем банкам. После гвоздику, чеснок и так далее. На мой взгляд, это очень удобно и практично. Так ничего не забывается. Если при этом что-то забудется из вспомогательных ингредиентов, то это не страшно. Ну как не страшно? Я имею в виду, что ничего не взорвется. Да, это отразится во вкусе, но в целом конечный продукт не пропадет. Но вот если забыть положить в банку что-то из тех, что играет роль натурального консерванта, а это соль, сахар и уксус, то конечный продукт однозначно пропадет. Особенно если забыть положить соль и уксус. Так что на этом этапе надо быть очень внимательными. Ну что ж, идем дальше. Провожу первый залив. При работе с кипятком может произойти самое непредвиденное, и поэтому, как всегда, под банки кладу глубокие тарелки. Я достаточно осторожно заливаю банку с помидорами кипятком. Сначала немного воды лью на помидоры, чуть-чуть жду, чтобы баночка тоже согрелась, а затем полностью заливаю помидоры кипятком. Так как от сильного перепада температуры банки могут полопаться. Теперь прикрываю банки с помидорами и оставляю их на некоторое время. На самом деле на литровую банку для заливки 10-15 минут достаточно. Соответственно, на 2-литровую 20-30 минут. Но я оставляю банки не меньше получаса, иногда даже на час. Вот прошел примерно час, и я возвращаюсь к банкам. Выливаю из банок воду, я бы даже сказала уже практически рассол, в кастрюлю и кипячу пару минут. В этом и заключается вся красота метода, что вам не надо следить за временем и выполнять какие-то последующие действия в рамках конкретного временного отрезка. Вы можете оставить банки на пару часов или даже на день, заняться какими-то другими делами и вернуться к банкам в любое удобное для вас время. Для занятой женщины это просто спасение. Теперь сверху помидоров насыпаю в каждую банку по 2 чайные ложки сахара, 1 столовой ложки соли и наливаю 40-50 мл уксуса. Заливаю прокипяченным рассолом и тут же закатываю их. Друзья, вот этот момент очень важен, так как после первой заливки можно отходить на час или даже на несколько часов. Ничего страшного не произойдет, помидоры еще больше стерилизуются. Но как только проведете второй залив, тут же надо закатывать банки.
чуть не забыла. Помидоры, которые я сегодня применила для закатки, несколько кислые, поэтому я кладу 2 чайные ложки сахара, чтобы погасить эту кислинку. Но если вы для закатки будете применять более сладкие помидоры, тот же самый джекпот, например, да, то можно положить всего 1 чайную ложку сахара. Да, еще должна отметить то, что метод спокойно применяется ко всем банкам, независимо от их объема и от типа крышек, жестяные, подзакаточный ключ или винтовые. Друзья, хочу подчеркнуть очень тонкий момент. Я наливаю воду из банок в кастрюлю, прокипятив ее пару минут, обратно заливаю воду по банкам. Но воду в банках можно безвозвратно вылить и еще раз заливать банки крутым кипятком из чайника. С точки зрения техники безопасности, а если быть точнее, получить ожог, такой метод безопаснее, чем прокипятить воду в кастрюле и обратно заливать по банкам. Вот как это делаю я. Но лично мне выливать эту воду, как воду, практически рассол. Просто рука не поднимается. Поверьте, есть огромная разница во вкусе. Я даже пробовала так и почувствовала разницу в деле. А как же? Представьте себе, вода в банке пропиталась ароматом трав, весь этот аромат взять да вылить. Так что насчет того, чтобы вылить или не вылить воду из банки, решите сами, а у меня рука не поднимается на такое. А вот и финальные аккорды. Закатываю банки, чуть-чуть катаю их по столешнице, чтобы соль и сахар полностью растворились. Переворачиваю банки с маринованными помидорами и оставляю их под теплым пледом примерно на сутки. Банки с маринованными помидорами должны остыть медленно. На следующий день достаю баночки и вуаля! Ароматные и душистые маринованные помидоры на зиму готовы. Маринованные помидоры – безумно вкусная закуска к любому застолью. Теперь убираю баночки с маринованными помидорами на балкон. Маринованные помидоры, закатанные таким простым способом, получаются безумно вкусными, невероятно душистыми и ароматными. Ничего не взрывается и ничего не пропадает. Друзья, а попробуйте закатать маринованные помидоры на зиму вот таким вот простым способом. Это ж такая красота! Маринованные помидоры своими руками, без консервантов и прочих добавок, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Всем приятного аппетита и побольше приятных поводов для застолья. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!